Какие мемы в ТикТоке смотришь? Что? Оглох, что ли, а? Мемы какие смотришь? Бомбардира крокодила. Сука. Наверное, ребята, вы заметили, что в последнее время в интернете стало слишком много вот этого всего говна нейросетевого. Музыка там, мэшапы вот эти, картинки сгенерированные дебильные. Даже коты в мемах и то стали не настоящими. Да-да, теория мертвого интернета. Слышали? Благо, все это время была и оставалась та единственная ниша, докуда нейросети еще не дотянулись. Все-таки аниме делать это вам не в стакан насрать. Но вот, наступил 2025 год, и среди японских японцев нашелся тот самый, который понял, что все, пора, надо покорять эту волну хайпа и делать собственное аниме без всяких умений, навыков, усилий и стараний, а так, чисто через нейронку. Впрочем, где этот японец восседает, не знаю, потому что речь сегодня пойдет вообще про другого работягу, у которого очевидные навыки рисования были, и усилий он приложил немало, и так-то если посмотреть на титры, не только он. Ну, давайте по порядку. То, что какое-то аниме вдруг ничего себе жесть сделано нейронкой, это лютый прогрев, потому что на этапе предпродакшена люди, настоящие человеки, то есть не компьютеры, а прям живые Homo sapiens индивиды сделали и дизайн персонажей, и сценарий, и раскадровку, и музыку, а кто-то даже потом все по звуку сводил и монтировал. Если у вас вдруг возник вопрос, а что же тогда делала непосредственно нейросеть? Ну, во-первых, не надо таких вопросов задавать, а во-вторых, выходит уже по всем имеющимся предварительно подготовленным материалам, какими-то там нейронками, предположительно Flux и Midjourney, был сгенерирован весь основной видеоряд. Впрочем, судя по тому, что конкретный софт не указан в финальных титрах, ребятки решили, что на людей и так потрачено слишком много бюджета, поэтому использовали бесплатные версии. Хотя стоило-то посидеть часок-другой пару вечеров и узнать, что при должной подготовке нынешние нейросети делают вполне себе аниме-арты, которые выглядят нормально, а отличить от настоящих их можно разве что присмотревшись к деталям. В итоге у чела в половине мультика пропорции плывут, рожи кривые, руки маленькие, движения размытые, и все это даже без великой авторской задумки. Хотя по сюжету так-то тоже все плывет и растекается. К слову, аниме говно по определению, потому что это исекай. И чё? Кого сбили? Значит, рассказываю. Есть две сестры-близняшки Химари и Хинана, но мы их будем звать привычно. Вупсень и Пупсень, Биба и Боба, Лупа и Пупа, Маша и Даша. И вот, наши главные герои снимают жесткий тикток, чтобы мощно хайпануть в интернете. Ну типа, понимаете, да, авторы чувствуют эту тонкую материю реального мира, актуальную тему затрагивают, чтобы всем все было ясно. Не понимаю, что мешало им сделать аниме целиком вертикальным и еще чистку ковров поверх видео наложить, чтобы я как зритель точно был во внимании. Я буду есть молодую траву. Горькая. Да, друзья, именно этим, по мнению авторов, занимаются молодые тиктокеры после того, как впервые столкнулись с реальностью. И оказалось, одним танцем с первого раза не получится собрать 1 000 000 просмотров. В итоге, после провала, сестры пошли запивать горе колой. И тут, представляете, опять авторы вообще все в жизни поняли. Какой мир нереальный, не настоящий, вымышленный. Мы все живем в матрице. Поэтому Даша решила систему. И вместо красной банки колы, которую изначально хотела, взяла коричневую банку с фасолевым супом. То есть мир весь был готов к красной таблетке. И уже все сущее повернуло рельсы на красный путь. А она вдруг раз и всех обманула, сломала шаблоны, разорвала стереотипы. Крутая. На этом геройства закончились. Они опять пошли снимать тиктоки. Что-то одно пытались, другое пробовали. И дегустации, и лайфхаки, и теории заговора. И кота поснимали. Сколько зарабатывает Куки? Но ничего из этого не собрало просмотры в первые 5 минут. Вообще, судя по тому, что они за один день успели снять по меньшей мере 5 тиктоков чисто на энтузиазме, то где-то еще месяцок так потрачить и что-то из сотни роликов точно выстрелит. Только реально посвятить жизнь коротким видео не готовы ни Биба, ни Боба. И вообще, Лупа участвует в съемках только потому, что как старшая сестра болеет за Пупу и хочет, чтобы у нее все получилось. А Даша, ей нужен только сиюминутный успех. Работать долго и усердно она не готова. Вот такая, друзья, могла получиться история о том, как важно ставить перед собой реалистичные цели и стремиться к их постепенной реализации. Но я вам только первую половину рассказал. Дальше больше. А самое главное, тема исекая пока еще не раскрыта. Но вот, спустя одну семейную ссору и загадочный кадр, начинается реальное аниме. Младшая сестра внезапно начинает гнаться за котом, который словил глич, и она бежит. А кот, это, понимаете, аллюзия на кролика из Алисы в стране чудес. Да,
Авторы очень тонко чувствуют, понимают глубину вот это вот, понимаете? К счастью, мимо проезжающая машина не сбивает Дарью. Она, в смысле Дарья, не машина, и сама удачно справилась с падением в грязь кувырком по лестнице. И тут Маша, сестра, подходит, извиняется, прости, говорит, что так ушла, не попрощавшись. Подумала, была не права, зачем мне эта учеба? О, реально, тиктоки записывать. И они опять пошли танцевать. И танцевали, и танцевали, и танцевали. И где же истекать, спросите вы, если грузовик уехал? Ну, подождите, вот сейчас. Кадр сменяется, обстановка накаляется, на ринге появляется настоящая Маша. Ошалеть, как же так? Неужели сестры было 3? И вот уже опять бег, погоня, в истории всплыл новый кролик и новая страна чудес. В этот раз уже реально чудеса какие-то начинаются, потому что в районе, куда горемычные прибежали, все какое-то деформированное, искаженное, искривленное. Но мне непонятно, почему авторы не додумали сделать всем персонажам в этой гиперборее как минимум по 12 пальцев. Кстати, они все еще бегут, и бегут, и бегут, и бегут. И уже так далеко забежали, что все расплавилось и мир рухнул, остался только какой-то обветшалый домик и краю обрыва. И тут оказывается, что мир реально матрица. Третья сестра — это настоящая реальная Маша. Из той правдивой реальности, в которой она создала симуляцию. Потому что после просмотра семейного альбома на героиню нахлынули воспоминания. И она захотела вновь увидеть Дашу. Короче, в реальном мире Пупсень сфидел. Поэтому Вупсеню пришлось сделать нереальный. И, не выдержала сестринское сердце Лупы смотреть на то, как прошлая молодая она тратила время на учебу вместо того, чтобы побыть с Пупой. Грустно. Очень. Я на этом моменте заплакал, потому что понял, что аниме закончилось, а у меня в сценарий ушло всего 666 слов, а дальше только эндинг и конец. Собственно, давайте подводить итоги. Подождите, эндинг! Самое странное из всего происходящего. Их тут целых 2. И первый типа вплетен в сюжет, вроде тот же самый ТикТок, но уже с кучей эффектов. Второй просто есть и есть. Но что интересно, в обоих эндингах, которые длятся от силы минуты 3 из всех 23, кадров больше, чем во всем остальном мультике. То есть здесь и локации чаще меняются, и персонажи больше двигаются, и крутых, умных, задумчивых кадров с часами на 5 секунд хронометража нету. В целом, достаточно было вообще только эту концовку на много кадров, как музыкальный клип в интернет выложить, и было бы даже лучше. Потому что, сами подумайте, авторы, они же явно не думали, когда только начинали работу над всем этим проектом, что где-то в том же начале 2025 года, на который запланирован выход феноменального революционного аниме, в интернете появится прямой конкурент. Такой же нейросетевой. Только популярность у итальянских брейн-рот животных побольше. И сюжеты помощнее. Вы, к примеру, слышали, как балерина Капучино забеременела от Тун-Тун Сагура, но не могла рассказать об этом мужу. Поэтому была вынуждена найти себе нового бомбардиру-крокодилю, которому втюхала, мол, это он отец, и все так быстро произошло. И они уже свадьбу стали планировать. Как вдруг к балерине стал подбивать клинья Ларили-Ларила, который намного богаче, чем крокодила-бомбардира. А Капучино... Открытая концовка! Сальто назад! Получше всяких Евангелионов и Исаям с этими атаками титанов. Утверждение не является постеронией. Вот вам риторический вопрос. Взялись бы ребята из Кака Technology за свое детище, если знали, с каким гигантом медиаиндустрии им придется тягаться. Мне еще что интересно. Как вообще тип, который все это придумал, мало того, что смог учредить целую контору, мало того, что нашел дистрибьютора в виде Frontier Works Inc., а это, между прочим, ребята не последним пальцем деланные. Они в свое время выпускали диски с Темным Дворецким и Сервампом, саундтрек Lucky Star. Так к тому же, к работе над творением Кака Technology каким-то чудом, я вообще не представляю каким, удалось подключить таких медиагигантов, как Аята Синадзаки, Рёсики Татибана, Чика, Сайки Рацука, Юрея Игома, Кудзири Юмеми. И даже если ни одно из этих имен ничего конкретно вам не говорит, вы просто на их послужной список посмотрите, человеки в масштабных проектах участвовали, даже деньги зарабатывают. Наверное. А тут Кака Technology. Ну, как так-то? А ответа, если что, не будет. Я ничего не нашел, буквально. Про то, кто это делал, когда, зачем и при каких обстоятельствах нет никакой информации в интернете. Прям вообще ни просто глухарь. Я даже не уверен, что это аниме вообще кто-то смотрел, кроме меня и тех 3 героев, которые оставили отзыв на Шикимори. Хотя ладно, беру свои слова про героев назад. Я вообще не уверен, что они что-то смотрели. Не вижу в отзывах ни единого слова о том, что повествование и сюжет абсолютно дебильные. Пусть и были придуманы человеком, но такое чувство, будто сценарист специально старался сделать настолько плохо, чтобы как будто нейросеть. Даже нейросети так плохо не делают. Вывод: нейросети в аниме — это, конечно, круто, классно. С одной
одной стороны, можно не отдавать задники на аутсорс, и японцы меньше будут откисать от переработок. С другой стороны, не факт, что японцы будут меньше откисать, ведь без аниме у них, в принципе, не будет работы. Как жаль, что всегда будут новые видео у меня на Бусти. Там Дима Лучега пытается угадать, где на артах нейросеть, а где нет. А если он не ошибется, я стреляю ему в голову в GTA RP. Заходите, подписывайтесь, за много денег даже кину вам респект. Вот этим друзьям реально респект. Одеяло, типичный статист, Максим Акимов, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока!